Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Искренне надеюсь, что хоть и наш Таро прогноз носит общий информационный характер, но вы сумеете свою ситуацию переложить на образы карт и просчитать что-то для себя на пару шагов вперед. И первую карту, которую мы достанем, что важно знать, будет называться для вас, какова будет эта неделя, по мнению карт, конечно. Какие энергии будут преобладать? Много карт выпало. Видимо, прямо торопились вам что-то сказать. И вообще десятка пентаклей. Деньги будут. У кого-то крупное получение денег, если вы их ждали, а они где-то задерживались. У кого-то еще и придется быстро отправиться в поездку, или вы можете поменять работу, вы можете поменять сферу деятельности, или, может быть, вы уже к этому шли, уже что-то продумывали. Может быть, это вот окончательная какая-то точка, которую вы поставите, или это будет окончательное решение в чем-то. Это карта заслуженного успеха, так она называется в других колодах, шестерка мечей. И как будто мы идем вперед, вот просто вперед. И, безусловно, карта возможностей, но при всем при этом надеемся сами на себя и будем готовы к любому развороту событий. Вообще-то так. Готовы чему-то учиться. Посмотрите, тройка пентаклей, опять же, одна кошка обучает двух других. И это карта прогресса. Мы сдаем своего рода жизненный экзамен. Для кого-то самый реальный экзамен тоже может проиграться. Может быть, вы получаете сертификат, документ. Но вот эти знания, которые мы вкладываем в себя, как будто, да, мы в последующем переложим на финансовую какую-то основу. Нам они помогут как раз стать большими экспертами. Или, может быть, профессионализма нам добавят. Быть более востребованным на рынке труда. Ну, наверное, по-разному, но все равно пентакли. То есть эти знания мы переведем в практику и получим буквально деньги. И это какие-то будут новые начинания, потому что первое, вот так вот, если в последовательности карту брать, это паш пентаклей. Это какая-то та задумка, которую воплощаем в жизнь. И готовы вместе с этим, как и учиться, как и узнавать новое. Может быть, какой-то проект вас настолько захватит. Может быть, вы уже сделали какие-то, ну, как проба пера, или первые шаги, попытки какие-то, а здесь вы будете определяться точно с чем-то. У кого-то это проигрывается именно по работе. Или я изучаю язык, или язык программирования, почему нет? Кстати, по шестерке пентаклей это здорово проходит, и удачное будущее нам обещают карта. По шестерке мечей проходит работа с большим объемом информации, это тоже все в плюс. Или с большим количеством людей, где-то, когда мы строим свою карьеру, вот все эти три карты, начиная даже с нуля. И у нас не просто получится, а еще и деньги вы получите. Это может быть как вот у кого-то из вас действительно, ну, своего рода тот успех, который вы уже к нему шли. Или ваши действия, которые были прежде вами совершенны уже, и теперь вы получаете вот этот десятка пентаклей, получаете как раз деньги за проделанную работу. А для кого-то из вас это просто еще только старт. И значит, все равно какое-то дело словно выгорит. Определенно заниматься этим стоит. Потому что, как и новое качество жизни, шестерка мечей, это, знаете, когда, может быть, если вы всю жизнь мечтали путешествовать и работать, у кого-то может проиграться конкретно удаленная работа. И опять же, тут хоть IT или, ну, какая-то другая сфера, которая, ну, может быть, вы медийный человек, или все равно возможность удаленной работы. У кого-то работа связана с командировками. Почему нет? И так тоже. Новый интерес, новый вкус к жизни. Мои дорогие львы и львицы, так или иначе, какие-то перемены. И скорее эта неделя, судя по этим четырем картам, она вас порадует. Она для вас как будто знаковая будет. Что-то, видимо, ну, даже для тех из вас, кто раздумывал, стоит этим заниматься или нет, или стоит мне в этом направлении двигаться, вообще есть смысл или нет. Вот здесь вы на свои собственные вопросы, сомнения, мои дорогие, ответите. Факт. Итак, что важно знать? Что в приоритете? По мнению карт, конечно. На неделю с 15 по 21 января.
Неожиданность на неделе. Чего не избежать. Чему сейчас не время, как видят карты. Что может помешать. Что вам будет помогать. Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то от вас нарочно скрывает, тоже узнаем. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Смотрим энергетику. Энергия денег. И личная жизнь. Итак, что же важно? Вообще, действительно, деньги как будто будут, и у нас не кто-нибудь, а королева. Королева Пентаклей. Это та, которая сделала сама себя. Это та, которая знает, как нужно. Ноу-хау. Это даже, кстати, в этой колоде языческих кошек, там, где изображение людей, всегда королева Пентаклей изображена среди райского сада. Вот здесь автор не стал отступать от традиции, тоже изобразил кошку, которая как раз и находится среди сада приятного. И она там отдыхает, как будто на подушке. Так вот, что для вас хотят сказать этой карты? Все то, наверное, на этой неделе. Важно, что надежно. И то, что, как-то двойственно, мутно, непонятно, пустые какие-то обещания, или пустые слова, или люди, которым вы не доверяете, вы их будете как будто отсеивать, фильтровать. И, правда, у кого-то осуществление своего проекта или какой-то задумки. Вы всегда мечтали к чему-то приступить, и все как-то было не то, не время, не то, не к месту, не то, не получалось, а вот здесь получится. Какой-то именно ваш проект, который в последующем для вас откроет новое качество жизни. У кого-то из вас эта карта может проиграться, когда вы будете просто уделять внимание своей семье, своему дому, самому себе или самой себе, своему имиджу, своему здоровью. И не в плане заболел, а в плане профилактики, потому что для королевы Пентаклей всегда важно ее самочувствие, как будто сил должно хватить, как и физических, так и душевных, на ее проект. Она заботится о себе, умеет это делать и умеет распоряжаться пентаклями, деньгами, будем говорить. Поэтому денежная тема, она, безусловно, на неделе как будто основная. Неожиданности. Но тут, наверное, скорее всего, какие-то для вас могут открыться возможности, мои дорогие. И это не что иное, как аркан влюбленное, единство и борьба противоположностей, инь и ян. Вот, наверное, правда нам говорят о том, что своего рода выбор вы будете делать, а у кого-то это те отношения, которые вполне вероятно так проиграются. Может быть, даже те отношения, мои дорогие львы и львицы, у кого-то это вы были с партнером как будто или с другом, подругой на расстоянии. Не обязательно, что это какое-то большое расстояние, но вы вместе не жили. Правда, может проиграться та история, когда вы уже знакомы, но либо вы сами, либо человек в отношении вас в районе 11 января. Это немного раньше, чем эта неделя, на которую мы смотрим прогноз. Но плюс-минус несколько дней, когда у человека или у вас может появиться интерес как раз, чтобы дружить или познакомиться поближе. Такое тоже может быть. И человек начнет проявлять активность. Или вы, мои дорогие львы, начнете проявлять активность по отношению к кому-то. И потому что мы словно чувствуем, я не хочу потерять этого человека. Какая-то личная история, безусловно, в неожиданностях может получить продолжение. Почему нет? У меня на канале есть «Что вам по судьбе?». Для всех знаков зодиака видео вы можете найти свой. Там как раз январь в соответствии с планетарными событиями. Я более подробно говорю, и вы можете, кстати, посмотреть, перейти, для кого это будет интересно. В новолуние как будто вот этот интерес, он усиливается. А 24 января, когда Марс и Венера будут в знаке Козерога, а Козерог – это статусная планета, у кого-то к концу января может кардинально вот как-то измениться личная жизнь. Конечно, не для всех, но для кого-то как раз это может проиграться. Или могут проиграться какие-то прежние отношения, прежнее какое-то знакомство. Вдруг возобновится или появится интерес, или отношения с родственниками. Как будто выбор какой-то вы будете делать, принимать решение. Чему сейчас не время?
Пятый, старший аркан, и это Иерофант, и правда, мои дорогие. Старший аркан влюбленный. Посмотрите, как у вас. Королева Пентаклей. Аркан влюбленный, старший, личная жизнь, как ни крути. И аркан Иерофант, не торопитесь кому-то, может быть, озвучивать ваши решения. Подождите еще несколько дней, по крайней мере, но определиться внутри себя вы как раз можете. Или, кто знает, может быть, иногда так тоже бывает, по прошествию недели какой-то, вы еще какие-то нюансы узнаете о конкретном человеке, и вы можете передумать. Но почему-то карта Иерофант вам выпадает, чему сейчас не время. Не время как оформление договоров, заключение союзов, заключение контрактов. Подождите, правда. Что будет помогать для вас? Рационализм, хладнокровие, выдержка. Значит, если даже вы приняли решение, подождите с действиями. Подождите, может быть, если у кого-то, у каждого есть своя история, подождите для того, чтобы что-то, как, знаете, с чем-то согласиться. Все-таки помогать нам будет, когда мы ищем правду. Видимо, какую-то тонкую деталь вы можете не видеть. Или по этой карте это у нас никто иной, как паж мечей. И здесь хочется докопаться до сути вопроса или до какой-то истины. Пока вы в чем-то не разберетесь, мои дорогие львы и львицы, не следует кому-то что-то обещать, предлагать, соглашаться или подписывать документы. Сначала проверяйте. Наверное, поэтому нам и говорят по Иерофанту: ничего не подписывай. Тебе эта неделя дается для того, чтобы ты сам себя подстраховал, лев. Что скрыто? Вот давайте узнаем. Восьмерка кубков. Вообще это карта ухода. Или когда нужно принять Соломоново решение, и мы тоже это сделаем. Или когда Его Величество выбор очень знаковый какой-то. Когда не может быть или-или, а нужно выбирать что-то одно. И по этой карте мы тоже сделаем правильный выбор. По этой карте, знаете, это то состояние, когда я не хочу оглядываться назад. И если в позиции «что скрыто», это можете вы скрывать, что я собираюсь менять профессию, я собираюсь менять работу. И это тогда ваша тайна. Хотя вы можете узнать и о каком-то человеке. Вот если, к примеру, нам говорят, что помогает принц мечей, когда только что я сказала, мы ищем истину, и мы ее находим. И в зависимости от того, какую информацию вы найдете, кого-то она может так не очень обрадовать, и вы примете какое-то другое решение. Или, мои дорогие, тут вот настолько тонкий нюанс для кого-то из вас, если мы опять же в личной жизни, это может быть такой момент, когда вы прочувствуете, к примеру, или я сейчас решаю, быть мне с этим человеком вместе или нет, наша история будет продолжаться или нет. Вы можете прочувствовать, что вы теряете человека, или я его сейчас задерживаю, или он уходит от меня навсегда. Вот такое тоже может проиграться. Но скрыто, это подведем итог. Либо вы скрываете, по восьмерке кубков однозначно не скажешь с учетом этих карт. Либо где-то и от вас тоже скрывают какой-то свой план. Может быть, поэтому нам и говорят: ну вот будь на этой неделе при всей положительности этой недели, при всех ее каких-то приятностях, денежной стабильности, вот как будто так. Вот ты будь достаточно хладнокровен. Видимо, это совершенно необходимо, чтобы правильно оценить обстановку, мои дорогие. Дела, работа, бизнес. Давайте узнаем. Да, вот это туз мечей, выход из лабиринта вы определенно найдете либо в личной жизни, либо по работе. Вы какое-то будете решение принимать, мои дорогие. И даже та ситуация, которая была запутана, здесь она у вас будет как на поверхности, как на ладони. Почему называю выход из лабиринта? Когда были, может быть, много вариантов к решению, или было, может быть, много предложений, а нужно выбрать что-то одно. И вот это одно вы как раз и отчетливо сможете увидеть, чему отдать предпочтение. А если это правда, была какая-то сложная ситуация, значит, на неделе пусть она не разрешится на 100%. Нет, нам карты говорят, продолжение какой-то истории точно следует, но вы уже будете видеть точный фарватер, по которому вы хотите следовать. Вы с чем-то определитесь. По крайней мере, дела, работа, бизнес и для кого-то из вас документы.
Финансы, хотя про финансы нам уже несколько раз сказали, правда? Вот так выглядит 15-й аркан дьявол. И мы знаем, что 15-й аркан у нас как раз за деньги отвечает, но и за страсть. У кого-то тут может быть перемешано вопросы и финансов, отчасти подарков, каких-то, может быть, вы хотите сделать, или, ну, какая-то любовная история, когда тоже захочется привязать парить партнера, может быть, под части каких-то подарков или каких-то знаков внимания. Тут ведь у каждого своя история. И если мы говорим на финансы, безусловно, по 15-му аркану деньги будут, но с ними нужно быть аккуратными. Не играйте в азартные игры, не подвергайте себя риску, не участвуйте в мутных сделках, не контактируйте с сомнительными личностями или с какими-то, ну, вот обстоятельствами, когда вы наверняка что-то не можете просчитать. Это не то время, когда верить нужно обещаниям вообще. Вот эта неделя ни разу под это не подходит. Тут наоборот искать выход и находить из сложных ситуаций, с чем-то определяться хорошо и искать истинную правду, и видеть, что есть на самом деле. Не на словах, ни разу не про слова, не про какие-то туманные намеки или, ну, когда золотые горы нам тоже говорят, у тебя будет завтра. Тут не про то, чтобы нас кто-то кормил завтраками, а именно в моменте здесь и сейчас, оценивая обстановку, и от этого отталкивайся. Вот как будто видеть реальность. И не очень где-то переусердствовать, конечно, в отношении трат, хотя деньги будут. Ничего не делать чересчур, дабы не попасть на удочку этому самому дьяволу, потому что он как будто исподволь завлекает нас в свои сети, мы этого не видим, не чувствуем, а потом можем оказаться словно заложники в тупике и потом расхлебывать какую-то ситуацию. У вас на деньги выпадает. Поэтому, каковы бы ни были соблазны, держите руку на пульсе. Мало ли, и иногда и через деньги нас могут куда-нибудь так вот не туда увести. Поэтому что есть на данный момент? Оценивайте обстановку правильно, но деньги будут. Личная жизнь. Вот совсем, казалось бы, да, девятка мечей. У вас, правда, какие-то внутренние страхи, сомнения, а не повторится ли прежняя история? А могу ли я доверять человеку? Вот, кстати, Паш мечей часто говорит о том, что мы кому-то можем не верить, на 100% сомневаться. И для вас, мои дорогие львы, лучше 100 раз сомневаться, чем один раз, даже не сомневаясь, кому-то сказать «да». Лучше отступить полшага назад, подумать, не торопиться вот с чем-то важным действительно, чтобы потом не оказаться один на один с какими-то обстоятельствами, которые одному и придется расхлебывать. Но и помешать сомнения вам не должны. Эта карта еще в других колодах называется карта ночного кошмара, когда мы неправильно оцениваем реальность. И поэтому для вас вообще оценка реальности, мы об этом через весь расклад, в общем-то, как лейтмотив проходит. Для вас вот эта самая реальность, она в течение недели будет очень важна, чтобы себе, как и где-то розовые очки, да, не одеть, не замылить глаза какими-то эмоциями. Так эмоциями можно замылить глаза, если начать устраивать себе какой-то анализ прежней ситуации или того, что мы можем сами себе представлять. У вас вся неделя, говорят, вот есть какая-то конкретика. Словно вот все время нас через все эти карты возвращают к этому пажу мечей и говорят, нет, будь реалистом. Что-то очень важное решится в течение этой недели или для вас окончательно станет ясным. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.